Приветствую любителей футбольчика! Блядь. Буквально на днях был анонсирован третий сезон аниме Blue Lock. К сожалению, без точной даты, и ожидать его стоит не ранее лета 2026 года. Студия 8-бит подтвердила, что мы увидим самое эпичное футбольное противостояние. Нас ожидает экранизация арки Лиги Неоэгоистов, и что самое главное, появление дьявольски талантливого игрока Михаэля Кайзера. А также возвращение изменившегося персонажа первого сезона, но об этом чуть позже. Но прежде чем начать праздновать, я должен вас предостеречь. Ведь за ярким анонсом кроется серьезный вопрос, который как заноза сидел в фанатах весь второй сезон. Сегодня мы погрузимся в инсайдерскую информацию и тревожные звоночки, что на самом деле произошло с анимацией во втором сезоне Blue Lock. И почему есть опасения, что те же самые проблемы со сроками и ресурсами обрушат и третий сезон, который требует максимального качества. Второй сезон, экранизировавший арку сборной Японии Ю-20, утонул в фанатской критике. Фанаты буквально окрестили данный тайтл PNG-локом. Учитывая количество снятых пародий, можно в принципе утонуть в хейте. А хейтить, надо признать, действительно было за что. Куча статичных слайдов с переходами из CapCut, ленивое передвижение PNG по экрану. И это лишь малая часть того, что критиковалось в сети. Исправиться удалось лишь в последней серии, в которой появилась динамичная анимация, что явно выбивается из показанного ранее. И без иронии радует глаз. А вот причинами всего этого оказались неутешительные и очень тревожные факты. Знакомьтесь, Мартин Рейес, чилийский аниматор, работавший над вторым эпизодом. Он поделился инсайдами касаемо работы над проектом, требуя оценивать их не как слухи, снятые с потолка, а как слова человека, работавшего изнутри. Мартин заявил, что данная проблема связана не с отсутствием таланта у аниматоров, а в ресурсах, предоставленных для анимации. Проблемы появились, когда у производства стал очень сжатый график, и они решили удалить многие ресурсы, которые использовались для анимации. И что самое страшное, то, что вы видели на экране, было урезанной версией труда аниматоров. Рейс прямо заявляет, что его работа была кастрирована до нельзя. Многие мои анимации были урезаны в финальной версии. По сути, они убрали все движение. Некоторые кадры или просто сделали их по-другому. По его словам, виноваты не аниматоры, а продакшн-комитет. Эти проблемы являются результатом продакшн-комитета, определенных аниме, который берет проекты, думая только о деньгах, а не о состоянии своих работников. Теперь же нас ждет арка Национальной Лиги Эгоистов. Это совершенно новый уровень. Наши игроки отправляются на стажировку в лучшие европейские клубы, чтобы сразиться с мировыми профессионалами. Это не просто футбол, это битва суперзвезд. Здесь мы увидим главного антагониста арки, Михаэля Кайзера, а также других топ-игроков и возвращение персонажей из первого сезона по программе Wild Card. Анимация должна быть безупречной, нам нужна идеальная прорисовка для ударов Кайзера, а также для метавижена самого Исаги. И вот он, наш главный страх. Если студия 8-бит не решит логистические проблемы с продакшн-комитетом, то третий сезон, который требует еще более сложной и быстрой детализированной анимации европейского футбола, сезон может стать самым провальным с точки зрения визуала. Но есть и надежда. Возможно, увеличенный перерыв на производство после такой жесткой критики позволит им перегруппироваться и нанять больше аутсорса и обеспечить шедевр, который Blue Lock заслуживает. Мы все верим, что Кайзер получит анимацию своего уровня. Вы понимаете, да? Вообще не тот уровень. Гол! Итак, мы ждем появления Кайзера. Мы ждем триумфа Исаги. Мы смотрим на третий сезон с тревогой о качестве работы студии 8-бит. А что думаете вы? Заметили проблемы с анимацией во втором сезоне?
И как вы думаете, решит ли ситуация эти проблемы к выходу Кайзера? Напишите в комментариях. А также не забудьте поставить лайк, подписаться, если вам в принципе интересен такой анализ. До скорого, и пусть Blue Lock будет анимирован так, как он этого заслуживает. Да.